Мои дорогие, здравствуйте. Что необходимо знать сейчас, на момент просмотра этого видео? Что нужно знать? Давайте посмотрим, что необходимо знать прямо сейчас вам. Так, что необходимо знать сейчас? Что вам нужно услышать? И высшие силы сейчас об этом сообщат вам. Что нужно знать прямо сейчас? Где-то далеко кто-то болеет, кто-то заболел. Кто... Так, смотрите, где-то далеко, на расстоянии, на какой-то дистанции находится кто-то, не знаю, мужчина или женщина, который вам что-то приготовил. Да, сейчас посмотрим, мужчина, женщина. Женщина. Одно дело, когда женщина что-то готовит, другое, когда мужчина. Правда, это по-разному воспринимается. Какая-то женщина. Или для же. Ну, посмотрите, посмотрим сейчас, кто это. Нет, женщина в очень трудной ситуации, но она для вас что-то имеет, какое-то, что-то для вас хочет, что-то вам хочет дать. И по подарку это что-то, ну что-то ценное такое хочет дать женщина, которая сейчас в очень сложной ситуации находится. Так, на дне колоды влюбленные, любовники. Что же это такое? Ох, девочки, закрутили нам. Ну, посмотрите, теперь вот когда я выкладываю 9, внимательно слушаем. На расстоянии находится человек, который пока что скрыт от вас. Он понимает, что вы в сложной ситуации. Так? Просто тут, скорее всего, информация была для мужчины, потому что он готовит подарок на расстоянии для кого-то, либо женщина для кого-то готовит подарок, женщина для мужчины, либо мужчина для женщины. Если вы женщина, то для вас готовит подарок мужчина, какое-то подношение прям вот идет. И если вы в сложной ситуации какой-то, это может быть сложная финансовая ситуация, либо ему так кажется, потому что по сравнению с вами этот человек, ну, видите как, у него все прекрасно. Если у вас какая-то прям ситуация совсем на нуле, то у него с финансами просто великолепно. Поэтому ситуация тут для двух, ну, в два направления сейчас будет. Либо для мужчины, либо для женщин. Для мужчины это женщина, которая находится в сложной ситуации, на расстоянии, далеко. Прям какая-то болезненная ситуация может быть. Но вам вот где-то там дистанционно есть человек, который хочет вам что-то дать, что-то дать. Если вы женщина, да, если мужчина, та же самая ситуация, только вы как-то выгоднее, позиция выгоднее, чем у нее, в разы выгоднее, просто можете сравнить. Сложная какая-то ситуация, работа сложная, возможно, заболел кто-то. У мужчины много планов, мечтаний о женщине. Он мечтает ей что-то дать. Что нужно знать по этой ситуации? Нам давайте, девочки, посмотрим. Что нужно знать? Мужчина, что нужно знать? Мужчина готов к каким-то новым свершениям. Такое ощущение, что он как-то проснулся от какого-то сна. Что-то какой-то сложный, может, период у него и закончился, раньше был, но он сейчас как заново родился. Вот так вот он себя чувствует. Что-то готов вам дать. Там далеко, человеку стало легче, и он что-то вам готов дать. Вот. Хотя понимает, что вы в какой-то сложной ситуации. Это может быть и денежно, а может быть он просто понимает, что вы ждали от него какого-то сообщения, а он давно-давно не присылал. В общем, может просто сообщение пришлет какое-то. Сообщение. Тут какой-то хитрый момент, какая-то уловка идет.
Для вас закрыта пока что какая-то тема касательно ваша, какая-то очень важная тема, которая крутится давно в вашем пространстве. Вы решаете какой-то вопрос, пока еще закрыта информация. Об этом может быть, кстати, и сообщение. Так, хорошо. Нам нужно знать что-то еще здесь. Нам нужно знать что-то еще здесь. Так, идет еще информация о том, что чтобы что-то передать из рук в руки для кого-то, для какой-то женщины, через вас. Вы этого ждали, и наконец-то случается, что-то случается, какое-то воссоединение. Законное воссоединение, решается какой-то очень сложный вопрос. Это если касательно любовной сферы идет шаг вперед. Шаг, может даже 2 шага вперед. Вот та ситуация, в которой вы были, да, со своим молодым человеком, только больше шаг вперед в отношениях. Следующий шаг, да, какой там бывает. Очень сложный момент, вот этот, да, он требует разрешения, и все вокруг этого и крутится. Вскоре вы получите сообщение о том, что это можно решить, и есть вот такие вот пути. Есть такие пути. Если это касательно отношений, шаг вперед. Если это касательно другого любого дела, тоже шаг вперед, продвигается. Дело продвигается. Сложно будет, да, но дело продвигается. Куча всяких преград и бюрократии, но здесь из-за этой бюрократии идет вот даже какой-то, ну, такой, вот именно из-за нее, да, иногда усложняется процесс. Но решение будет. Причем стойкое, стабильное решение. Здесь, скорее всего, ведущее к тому, о чем вы, ну, чего вы желали. К разрешению той проблемы, которая ведет к воплощению какого-то желаемого результата для вас. Постоянно хочется достать еще и еще, чтобы нам еще раз повторили, что нам хотели сказать. Да, да, то есть тут мужчина приносит какое-то решение из ситуации, которая очень сложная для вас. Он нашел выход, вот он об этом закричит. Я нашел, Эврика, ура, посмотри, так подойдет? Что там такое? Вот так вот. Он еще будет говорить о том, что пока еще сложная ситуация, да, но путь виден, да, свет в конце туннеля виден. И есть я нашел тех людей, которые нам помогут. Вот такая будет ситуация. Так, об этом надо знать. Давайте смотреть дальше. Сигнификаторы оставлю. Сигнификаторы оставлю. Дальше. Тут поняли, да, что здесь может быть как любовная тематика, так и тема какого-то дела. То, что вы хотели совершить, то, которое было вот прям болезненная какая-то ситуация. Дальше давайте смотреть, что необходимо знать прямо сейчас. Прямо вот сейчас. Что нам Вселенная скажет, что нужно знать прямо сейчас. Какие-то новые сложности, новая работа, сложный механизм какой-то запускается мужчиной каким-то в вашем пространстве. Здесь пока не о любви, подождите, будем смотреть, о чем здесь. Опять какие-то... Теперь какие-то проблемы возникают с дорогой у мужчины. Кто этот мужчина вам? Да уже никто. Но он почему-то никто. Для вас он никто. Уже все, никто. Но он почему-то должен встретиться с вами. Это не любимый ваш человек. Это человек, скорее, может, из прошлой жизни. И ему необходимо именно лично с вами встретиться. Так. Что-то передать
в ваше пространство или что-то передать. Тут прям ключи, что-то передать от квартиры, от вашей комнаты, ключи от квартиры. Что-то передать. Вы ждете, вы будете ждать. Что нужно знать? Что нужно знать? Что нужно знать? Смотрите, пожалуйста, внимательно. То, что человек вам предложит, делите как минимум на 8, потому что здесь какая-то проблемная ситуация идет. Это переложить с больной головы на здоровую, что-то вот так идет. Потому что вроде как представляется в классном, ярком свете, но в итог. Будьте осторожны, здесь какая-то хитрость, либо какая-то недоговоренность есть. На дне колоды выходит дама какая-то. Она может с вами связаться в ближайшее время. Вот по этому вопросу. Как-то они взаимосвязаны. Но здесь что-то, что ведет к движению, к путешествию вашему. Journey. Хорошо. Что нужно знать еще по этому вопросу? Что нужно знать по этому вопросу? Вы приходите к соглашению, и, по сути, для вас решение этого вопроса принесет только позитивное что-то, только позитивные эмоции. Вы как-то утешитесь. Даже больше. Это будет ваша победа. Ваша победа, которую оценит какая-то женщина. Вы заявите, что вы победительница. Посмотрите, еще и фортуна, и выигрыш ваш какой-то прям крупный. Вы даже больше выиграете, чем потратили усилий. И об этом вам говорят: молчите. Тут еще какая-то очень важная кармическая составляющая есть. Вот такие моменты. Давайте еще посмотрим. Сигнификаторы оставляем. Еще очень важное, что нам нужно узнать в заключение. Что необходимо вам знать прямо сейчас. Очень-очень важное, очень нужное или срочное. Дела срочные и важные, они отличаются, конечно, но в любом случае важное и срочное тогда. Что нужно знать? Что необходимо знать? Что необходимо знать? И что итог? Давайте я выложу все тогда и скажу. Что необходимо знать прямо сейчас? Итак, заключительной и центральной одновременной картой выходит все-таки сообщение. Сообщение для вас о том, что какая-то группа людей, какая-то семья, какое-то общество, какой-то слой населения, вплоть до того, что либо какие-то от 2 и более людей слишком сильно переймаются вашей ситуацией, переживают. И причем они создают вам какие-то хлопоты. Вам создают какое-то поле такое для нервотрепки, для переживания. Дальше, именно здесь вы получаете какое-то сообщение, известие о том, что ваше передвижение, то, что вы наметили, ваш какой-то путь, вплоть до того, что просто путь какой-то, да, который наметили вы в каком-то деле, либо просто реально вот купили билет куда-то и надо ехать, либо еще не купили, но собирались куда-то ехать, либо просто движение в каком-то деле, в каком-то проекте, в чем-то, оно не дает результатов. Но вам говорят, что почему не дается результат, как бы Вселенная вам намекает на то, что вам пока нужно стоп, увидеть вот этот и не двигаться. Так надо сейчас, вот почему-то так надо.
пока еще дороги закрыты, да, в вашем пути, потому что так нужно, так необходимо. Пока рисуется. Тут вот мужчина мечтает о женщине. Пока вы не едете туда, куда нужно, да, мужчина еще больше начинает привыкать и привязываться к вам. Но на дне колоды карта Дом. Это о чем-то стабильном. То есть то место, где вы есть сейчас, оставайтесь там. Если вы, например, если наметилось уже движение и нет никаких стопов, да, то здесь Дом часто говорит о том, что решится все как надо. То есть будет переезд, будет то, что вы запланировали, будет тот результат, который вы запланировали. Но здесь сейчас при вот этих картах все-таки стоп, говорят здесь, будьте на том месте, в той точке, с которой начали. Пока так, временно. Почему? Потому что дорога еще не очищена, не очищена. Но итог будет замечательным просто. По карте Lovers здесь все-таки как любовь найдет путь. Как голубки, да, они находят дорогу друг к другу, либо к тому месту, где вот необходимо, почтовые голуби, например, каким-то образом дивным. Точно и тут точно так же. А Вселенная вот этот путь буквально покажет. Так что вот так вот. Что еще необходимо знать? Да, это все-таки такая карта победителя, которому рукоплещут все, и вы понимать будете, что супер, класс, у меня все получилось, либо у того человека, который это все затеял. Отлично. Хорошо. Вот такие вот моменты я хотела вам рассказать, осветить. Я была рада с вами посидеть здесь за этим гаданием, рассказать вам те важные моменты, которые необходимо было вам услышать. Я благодарна. Сейчас собираю расклад, который будет исполняться. Я четко посылаю это, делаю посыл во Вселенную, и благодарю вас за ваши лайки, за ваши комментарии, за все, что делаете в сторону развития моего канала. Пускай вам Вселенная подарками дает в разы больше, чем вы вкладываете. Пускай все самое лучшее реализуется в ваших жизнях. Всего доброго. С вами была ваша Юлия. Пока-пока.